Жена против любовницы. Тактика ведения боя. Как можно победить соперницу, любовницу, как можно сделать так, чтобы мужчина остался в семье, а любовница, по сути, проиграла. Узнаете в этом видео. Прежде чем мы продолжим дальше, у меня к вам маленькая просьба. Пожалуйста, нажмите подписаться и колокольчик на этом канале. Давайте вместе с вами донесем это видео до большого количества женщин, которым, возможно, нужна помощь в этом вопросе. Тактика ведения боя жена против любовницы. Я сейчас расскажу вам 4 шага. Это стратегия действий в той ситуации, когда жена осознанно принимает решение удержать мужчину в семье, сохранить брак, сделать так, чтобы он не бросил ее, чтобы семья не распалась и он не ушел к любовнице. Давайте договоримся, что в рамках этого видео мы не обсуждаем, хорошо это или плохо. Мы не обсуждаем, как нужно поступать женщине. Допустим, что женщина, которой может быть полезно это видео, жена, приняла решение, что она хочет сохранить свой брак. И тогда эти 4 действия могут ей помочь это сделать. Первое действие. Хладнокровие. Очень важно сохранять свои эмоции и не показывать их по поводу этой ситуации мужу или его любовнице. То есть нужно делать вид, что ничего не происходит, что вы не знаете об этой проблеме. Или если вдруг он понимает, что вы знаете о ней, то нужно оставить это на уровне понимания. Все понимают, что это так, но вы не начинаете об этом разговаривать. Если он с вами вдруг открыто об этом разговаривает, то вы стараетесь сделать это минимально. Как только вы начнете открыто показывать свои эмоции, что мне обидно, мне больно, я не согласна, ты предатель, все дальнейшие шаги этой тактики просто становятся бесполезными, они никак не помогут. Поэтому очень важно на этом шаге первым остановиться и принять решение, что вы эти эмоции как-то обрабатываете сами. Может быть, вы несете их к психологу, и психолог помогает вам прожить этот этап. Самое важное, поймите, что если психолог будет вас направлять в сторону развода, это не квалифицированный специалист. Квалифицированный специалист – это помощник, психолог, он помощник. Он помогает вам идти в вашей жизни. А куда идти, решаете вы. Да, он помогает вам увидеть что-то, чего вы не видите, и, возможно, то, что вы увидите с ним на сессиях новое, изменит направление, куда вы хотите идти. Но психолог никогда не должен указывать вам, разводиться вам или не разводиться. Любое ваше решение – ваше решение. Здесь нет неверного решения. Может быть, вы будете обрабатывать эти эмоции самостоятельно, что сложно, но, тем не менее, возможно. Второй шаг этой стратегии – делать то, что он любит. И делать это ненавязчиво, без его участия и не впихивая ему это. Сейчас поясню. Смотрите, например, вы жена, вам нужно его кормить. Вы же наверняка знаете, какие блюда, какую еду он любит. Вы с ним столько лет прожили вместе. Готовьте ему эти блюда только. Делайте это все без его участия. Ошибкой здесь будет спрашивать его, что ты хочешь, чтобы я тебе приготовила? Вы таким образом будете привлекать его внимание к себе немножечко так силой. Нельзя этого делать. Просто возьмите и приготовьте то, что он любит. Вы же знаете, что он любит. Или когда вы приготовили эту еду, если вы скажете ему, ну смотри, это же твои любимые там драники, например, съешь их. Ошибка неверна. Вы опять тянете его внимание на себя. Так не нужно делать. Просто сделайте молча его любимые драники или его любимый бефстроганов. И когда он придет домой, там будет запах, понимаете, его любимой еды. Он, если захочет, он съест. И если он не захотел и не съел, потому что, возможно, он поел там, у любовницы, вы должны съесть там это сами, если хотите покормить детей. И сделать вид, что абсолютно нормально, что он не съел. То есть делать регулярно то, что он любит, но не ожидать от него оценки. Чтобы он, когда придет однажды домой, расстроенный, что там что-то не то, заметил, что а жена мне уже целый месяц готовит мою любимую еду. Вообще-то она у меня замечательная женщина. Или секс. Ведь это огромная проблема. Ну, во-первых, если вы жена, которая решила удерживать, значит, вы автоматически принимаете правила игры, что вы понимаете, он будет заниматься сексом там и, возможно, будет заниматься сексом дома с вами.
Не получится так, что он там занимается сексом, а с вами никогда не занимается. Если он сам так хочет, не навязывайте. Но если вдруг вы не хотите, потому что он там, и это вроде как-то грязно, например, так многие женщины думают, тогда опять-таки тактика вся не сработает. Вы должны быть для него любящей женщиной, если вы хотите его удержать. И при этом не навязывать ему ничего, как с едой. Соответственно, он приходит домой, а вы красивая. Или вы знаете, что раньше он любил видеть вас в каком-то определенном виде. Может быть, ну не знаю, сейчас фантазирую. Ему нравилось, когда на вас трусы именно красного цвета. Для него это было сигналом к возбуждению. Так было раньше, и вы это знаете, допустим. Тогда, когда он приходит домой, пусть на вас будут всегда трусы разные, красивые, красного цвета. И пусть он иногда случайно это видит, но не навязчиво. Не надо подходить и показывать, смотри, они. Опять-таки притягивать внимание. Нет, так не сработает. Просто будьте готовы, и пусть он иногда случайно это видит. Он будет понимать, что вот эта женщина рядом со мной, она не пилит мне мозг, она принимает ситуацию как так и есть, а мужчина, знаете, как развернет эту мысль? Он подумает, что раз она принимает меня со всем вот этой вот историей, это же насколько эта женщина меня любит. Это же какой я классный, что она меня любит. Да, это будет питать его эго. И это может сработать. Третий шаг стратегии – терпение. Нужно набраться терпения. Если вы готовы долго делать вот эти вот первые 2 шага, терпеть эмоции, как-то их обрабатывать самой, не показывать ему их негативные эмоции, быть удобной, давать ему то, что он любит, готовить, не знаю, там брюки гладить с теми стрелочками, что он любит, и не просить его это оценить, а просто когда он утром зайдет собираться на работу и откроет свой шкаф или зайдет в свою гардеробную, он увидит, что вы заранее позаботились о нем и сделали так, как он любит, и при этом ничего не просите взамен. Это просто женщина-фантастика. От такой не уходят обычно. Если вы готовы делать это долго, тогда эти действия имеют смысл. От чего же зависит время, сколько нужно будет запастись этим терпением? А зависит оно, по сути, от того, когда сдадут нервы у той женщины, которая является его любовницей. Потому что если это женщина, которая такая среднестатистическая женщина, которая тоже хочет семью, детей, и чтобы у нее был мужчина-муж официальный, чтобы все знали, что это ее мужчина, что она не временная какая-то с ним женщина. Если это такая женщина, то у нее рано или поздно сдадут нервы. Она начнет тащить одеяло на свою сторону. Она начнет пилить ему как-то мозг, возможно, о том, что он должен сделать выбор, или о том, что он должен бросить вас. Или она начнет как-то нечестно себя с ним вести и пытаться подставить его и как-то достучаться до вас, чтобы вы узнали уже и наконец-таки первая куда-то делись. Она начнет что-то делать. И когда он будет это замечать и видеть, что та женщина какая-то становится неудобная, а он приходит домой, а тут такая удобная жена, то здесь сработает поговорка: старый друг лучше новых двух. Потому что любой мужчина, прежде чем шагнуть и выйти из семьи к любовнице, он взвешивает риски. Он, если уже был в отношениях с вами, у него уже был опыт совместной жизни, то он уже опытный. Он знает, что цветочно-букетный период – это одно, а когда начинается совместная жизнь, приходят ягодки. А когда рождаются маленькие дети, то бытовуха накрывает. И все люди меняются. То есть мы видим поначалу, когда не живем вместе, по сути, лучшую версию человека, а потом мы столкнемся и с другими его проявлениями. И если эта лучшая версия уже начинает подпиливать ему мозг, а он приходит домой, а там такая удобная женщина, которая его так любит, что даже терпит это все, он выберет старого верного друга. Влюбленность к этой женщине начнет когда-то угасать. Влюбленность живет от года до 3, химия. Вот она начнет разрушаться, он начнет видеть в ней ее недостатки, и она еще начнет пилить ему мозг. А ваши недостатки он все уже давным-давно знает, и при этом он возвращается домой, и тут вы такая пушистая, милая и удобная, и проверенная временем. И 4-й важный шаг этой стратегии. Прежде чем ввязываться в эту игру, осознайте один момент, что идти в эту игру стоит только тогда, когда вы готовы заранее, что можете в нее проиграть. Потому что все, что я говорю в этом видео, это
среднестатистическая. Это, как говорят, средняя температура по больнице. Каждый случай индивидуален и уникален. И, безусловно, есть случаи в мире, когда женщина делала то, что я описала, но это не сработало, и он ушел. И это непредсказуемо. Если входить в эту игру и ставить на кон просто все, ну то есть если не сработает, то это будет крах вообще всего моего внутреннего мира. Если жена будет думать так, то нет, не ввязывайтесь, потому что вы рискуете. Вы можете действительно потратить столько времени, столько сил вложить, столько протерпеть своих чувств, не разрешить себе их чувствовать по сути, и в итоге проиграть. Да, такой риск есть. Играть в это стоит только если вы готовы к тому, что можете проиграть. Если относиться к этому, насколько это возможно, может быть, это сейчас будет звучать неправдоподобно, но относиться к этому легко. Я попробую, а вдруг получится. И тогда оно, может быть, получится, если вы готовы к тому, что может и не получиться. Если градус важности завысить до просто максимума, не рекомендую. Представляете, что оно же может не получиться, и что потом? И самое важное, что сейчас как психолог я обязательно должна вам сказать. Суть этого видео, почему я об этом говорю. Первое. Я не поддерживаю тех психологов, которые директивно указывают и раздают советы женщинам, что им делать. В психологии считается, что человек сам решает, куда ему идти. Нету неверного шага. Повторюсь, если женщина выбирает бросить мужчину, потому что он ей изменил, это ее верный выбор. Если женщина выбирает простить его, потерпеть какое-то время, принять его со всем этим багажом и сохранять семью, несмотря на то, что он будет продолжать встречаться с любовницей, это ее выбор. Ни один психолог не имеет права указывать вам, что есть верно. Ни один психолог не имеет права толкать вас к чему-то. Это первый момент. А второй момент. Я хочу этим видео развеять иллюзию жен, заранее рассказав вот эти шаги, чтобы вы понимали, с чем вам придется столкнуться. С терпением придется столкнуться, с подавлением своих эмоций придется столкнуться. Вы же сами интуитивно в процессе будете понимать, что вот надо бы сделать так, но где-то я не выдерживаю. То есть я как просто карту показываю вам заранее, что вас ожидает на этом пути. Может быть, кому-то будет легче принять выбор, сохранять брак такой ценой или нет, если человек заранее слышит те шаги, которые его ожидают. Если это видео оказалось вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк, мне будет приятна ваша обратная связь. Я также оставляю ссылку в комментариях под этим видео, ссылку на мои контакты. Я практикующий психолог и буду рада, если смогу вам чем-то помочь, потому что все-таки помните, каждый случай индивидуален.